Здравствуйте, товарищи! В эфире Институт свободы Федора Бирюкова. Я приветствую всех наших вольных слушателей и зрителей, исследователей пространств свободы. И сегодня мы вместе с вами будем исследовать пространство свободы, материи, материки, атмосферы свободы дальше, дальше горизонта. Там, в опасных пространствах стальных гроз, рождается новое будущее. Как уже не раз говорилось в нашем экспериментальном курсе, экспериментальном проекте Институт свободы, будущее все равно есть. И будущее может быть разным. Поэтому, согласно практической футурологии, эффективно и полезно создавать сразу несколько моделей будущего, причем взаимоисключающих, включающих в себя негативные и позитивные сценарии, чтобы, во-первых, быть готовыми ко всему, к любым стечениям обстоятельств, ну и иметь определенную свободу маневра. И поэтому, когда мы имеем несколько рабочих моделей будущего, будущее будет более-менее приемлемым для всех нас. Что значит приемлемым? Значит, оно будет более свободным во всех отношениях, более технологично емким, более благополучным и безопасным. Именно в тех подлинных значениях этих слов, как их понимают большинство нормальных людей, которые живут собственным трудом, которые надеются на лучшее, которые либо самосовершенствуются и трудятся, либо воспитывают детей и хотят для них самого лучшего, самого безопасного, самого мирного будущего. И эти желания всегда натыкаются на противостояние той силы, которую мы условно назовем мировым капитализмом, потому что мировому капитализму необходимо, чтобы мы страдали во всех смыслах. В духовном смысле мировой капитализм получает энергию из людских страданий. Он создает своего рода эгрегор боли, эгрегор мучений, благодаря которому существует. Он выкачивает из нас силы, время, кровь, порой в буквальном смысле. Он присваивает результаты нашего труда, а нам бросает, знаете, такие объедки, кости со стола мирового капитализма, чтобы мы поддерживали в себе минимум сил, чтобы и дальше работать на капитализм. А мы хотим работать на себя, ради своих детей. Каждый отдельный человек, каждая отдельная семья, строя фундамент и здание собственного благополучия, собственных перспектив, собственного светлого будущего, кумулятивно, всеобще создает пространство тотального благополучия, которое, как я уже говорил, натыкается на противодействие, на барьеры, на стены со стороны мирового капитализма. Все это не придумано кем-то однажды в каких-то пещерах, дворцах или кабинетах. Все это выстроено в течение веков. И отнюдь не только вот две противоположные силы труда и капитала сталкиваются на мировой арене, а это целая цепь, бесконечно далекая, бесконечно широкая цепь складывающихся обстоятельств, диалектическая борьба противоположностей и единство противоположностей, которые создают человеческую историю. И мы можем выделить позитивные аспекты во всех общественных формациях, и особенно это хорошо удалось в марксистской школе, выделение полезности того или иного строя. Но и в определенный момент эта полезность заканчивается, остается только реакционный шлак, остается технология угнетения имущими неимущих, владельцев средств производства, владельцев власти. А это не одно и то же, но зачастую и, как правило, они кооперируются, и людей, за счет которых паразитирующая верхушка существует, и причем очень хорошо. И до Маркса, и во времена на пике активности Маркса и его товарищей, и в работах его конкурентов, допустим, русских анархистов Бакунина, Кропоткина, и в работах, в теоретических работах и в практических результатах самых успешных реализаторов, практиков марксистского учения Ленина, его большевиков, Сталина и вообще Советского Союза четко прослеживается главный метод: взять все полезное,
весь полезный инструментарий из предыдущих периодов и отсечь, безжалостно, хирургически отсечь вредное. Зачастую вредного оказывается больше, отсекать приходится целые массивы, иногда это безумно жалко, но ради того, чтобы древо человечества продолжало успешный рост ввысь и вширь, чтобы ростки человечества, ростки культур, ростки цивилизации укреплялись, наливались соками земли и наполнялись светоносной энергией неба, солнца, чтобы человечество торжествовало, развивалось, умножалось и повышало собственную эффективность, непременно наполнялось радостью жизни. Без радости зачем жизнь? Для этого необходимо жестко купировать негативные отжившие формы. Левым мыслителям и практикам, которые действовали на рубеже 19-20 столетий, казалось неоспоримым, что то старое еще феодально-монархическое, но вместе с тем и самое современное на тот момент буржуазно-промышленное капиталистическое государство доживает последние времена. Потому что сумма страданий трудового народа, сумма несправедливостей, сумма зла, вес зла на весах истории, казалось, перевешивал все. А мы вспомним, что это были времена относительно честных взаимоотношений властей и подданных, когда до Первой мировой войны еще бывало, что еще сами короли участвовали в битвах народов, сами вели за собой собственные армии, вдохновляли их примерами. Казалось бы, с древних гомеровских времен прошли века, но, тем не менее, еще до 18-19 веков такое случалось. Первая мировая война, Первая мировая бойня поставила надежный такой заслон, разделила эпохи, разделила формации. Первая мировая война была презентацией, глобальной презентацией победившего капитализма, империализма. От старых феодально-монархических, самодержавных, традиционных империй мировая система капитализма вышла на принципиально новый уровень отчуждения власти от народов, как отдельного гражданина, так и целых наций. Власть имеющие князья мира сего стали надежно защищены от тягот, лишений, от бытовых проблем, от угроз войн. Они стали действительно над схваткой. Ужас Первой мировой войны был настолько силен, что как буржуазные круги, так и революционная интеллигенция и массы на бульварном уровне или на уровне высоких философских студий пришли к выводу, что больше такого не повторится никогда. И все повторилось в еще худшем масштабе, с большей концентрацией зла, с отъявленным прямым каннибализмом и взаимоистреблением, которому могли позавидовать даже древние тираны и древние такие изуверы. Все повторилось в виде Второй мировой войны при активном участии как раз новых империалистических государств, которые уже перерождались в корпорации. И Вторая мировая война уже показала абсолютное отчуждение поджигателей войны, их спонсоров от масс, которые были превращены буквально в кровавую окопную грязь. После Второй мировой войны, победителями в которой стали, кстати, альтернативщики, Советский Союз, который представлял абсолютную альтернативу, абсолютное отрицание буржуазного мира, неожиданная для буржуазного мира победа красных, торжество красных, красное знамя над поверженной, дымящейся в собственных руинах, саморазрушенной Европой с Западом. Вот этот триумф красной идеи, красных методов, красной мечты, красной свободы, он тоже создал иллюзию, которая успокаивала и советский народ, что более такого не повторится. И действительно, в период после Второй мировой войны официально на уровне Организации Объединенных Наций военные
кампании такого старого типа, когда одна сторона бодро нападает на другую, и там все восхищаются героизмом сражающихся сторон, примерно как вот в «Илиаде» Гомера. Такие войны были поставлены вне закона, вне глобального всечеловеческого нравственного императива и вне государственных законов. Это было объявлено человекоубийством, преступным разбазариванием человеческих ресурсов, неприемлемым ни для чего, ни для какого государства, ни для какой системы. И поэтому, допустим, Соединенные Штаты Америки развязывали локальные войны, винили в них, как правило, советскую сторону, напрямую Советский Союз или их союзников, и там продолжали вот это грязное палаческое дело капитализма, империализма. Но эти войны не принесли славы буржуазным центрам. Достаточно вспомнить Вьетнамскую войну, которая покрыла шлейфом позора официальный Вашингтон. И свободные художники на Западе не перестают до сих пор показывать, описывать Вьетнамскую войну как пример абсолютного выпадения в худшем смысле этого слова варварства. Варварство капитализма. Советский Союз официально пропагандировал идеологию мира, мирного строительства. В определенный момент нас подвела вера в то, что можно, обращаясь к рацио, к здравому смыслу, даже буржуазных капиталистов, убедить их в том, что просто так вот хищнически грабить ресурсы, порабощать планету, народы, и уже потом с появлением суперразвитых технических средств порабощать каждого отдельного человека с помощью технологий, с помощью законов, с помощью военной силы, морального террора и таких вот локальных конфликтов, это плохо, и можно убедить капитализм так не делать, обращаясь к где-то там запрятанному человеческому сердцу, душе, в которой теплится искра Божья. Искра Божья, проповедующая любовь, свободу, добро, братство. Оказалось, что это не так, поскольку сам глобальный капитализм уже выстроен был как абсолютно бесчеловечная, античеловечная супермашина. Некий высокотехнологичный молох, который слушается очень такую маленькую узкую касту верховных глобальных правителей, суперкапиталистов и их наемных чиновников в высоких кабинетах Запада, а потом уже и Востока, поскольку произошла глобальная вестернизация как технических, так и политических течений. И вот по отношению к остальным людям, людям доброй воли, этот высокотехнологичный молох, этот капиталистический голем, он настроен только, значит, однозначно жрать. Жрать, 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 перемалывать в своих челюстях, которые подобны мясорубке, и испражнять из себя переработанный человеческий ресурс, который является то ли новой нефтью, то ли новым бензином, то ли теперь новым как бы искусственным интеллектом. Суть одна. Мировой капитализм, этот вселенский монстр, он относится к нам с вами, к живым людям, независимо от гражданства, национальности, религиозных, политических убеждений или их отсутствия, просто как к сырью. И сырье, конечно же, не может убедить потребителя, что плохо потреблять и перерабатывать его. Это абсолютно безнадежная стратегия. Поэтому для того, чтобы бороться с подобным вселенским монстром, нужен аналогичный по мощности инструмент. Нужно создать такого же гипертрансформера, такую же машину, но подчиненную непосредственно человеческому разуму. Разуму, который обладает не только когнитивными способностями, но и высочайшей нравственностью, высочайшей волей к свободе, к любви и свободе. И вот здесь мы вплотную подходим к проблеме, которая была блестяще описана еще Владимиром Лениным в книге «Государство и революция». И вот мы тут возвращаемся к тому самому моменту, когда левые мыслители и практики полагали, что время
вот этого старого буржуазного государства, а тем более старых феодально-монархических государств, и государство вообще истекло, и ему на смену травматично или более-менее покладисто, эволюционно или революционно открыто придет ассоциация. Вместо капиталистического угнетения и конкуренции монополистов придет добровольная ассоциация граждан, которые собираются в коммуны, в общины, в артели, в федерации, в конфедерации и в конце концов во Всемирный Советский Союз. Вот Советский Союз был создан именно для того, чтобы продолжить собирание человечества под красным знаменем, под знаменем деятельной, динамичной свободы. То, о чем говорили классические анархисты, это мгновенный переход от иерархического полицейского государства к царству абсолютной свободы, когда каждый индивид отвечает за себя и преисполнен уважения друг к другу, да, взаимоуважения, чувство дистанции и одновременно альтруизма. Такая вот человеческая личность, которую Ницше бы назвал сверхчеловеком со знаком плюс. Белокурая бестия, которая преисполнена самого высокого воспитания и живет не иначе, как уважая интересы других, а интересы других уважают интересы этой личности. Вот такая личность не появилась в массовом масштабе. И, в общем, разочарование, которое пережили, экзистенциальное разочарование пережили и анархисты, и первые большевики. Напомню, что когда большевики пришли к власти в начале Российской Республики, в октябре 1917 года, в октябре-ноябре, то намерения большевиков были самые либертарные. Свобода для всех, освобождение, упразднение вот тех вот старых отживших угнетательских функций государства и под, таким консультационно-силовым руководством большевистской партии, а главное советских органов, построение нового мира. Но потом именно реакционная сторона, вчерашние либералы, те самые белые, да, которые при активном деятельном участии свергли императора, разрушили на самом деле Российскую империю, православную империю. Это сделали именно белые силы. Они, преисполнившись самого реакционного духа при поддержке иностранных буржуазных капиталистических держав, соединив либеральные и великодержавные, шовинистические и тоталитарные энергии, методы и лозунги, они оказали вот этой молодой Красной Республике Советов самое ожесточенное сопротивление. Почему появился красный террор, белый террор, разгорелась гражданская война вместе с интервенцией иностранной. И все это привело к силовому решению вопроса. И большевики разуверились в тот момент в готовности добровольно включаться в творческие ассоциации, строить новый мир. Но и в дальнейшем, как мы видим, были неоднократные попытки все-таки перестроить процесс создания нового мира и воспитания нового человека на добровольные либертарные рельсы, на добровольную почву. И после победы в Великой Отечественной войне и затем во Второй мировой войне Советский Союз предоставил максимум культурных и политических свобод той же Восточной Европе, той же Восточной Германии, в которой было, в общем-то, многие старые буржуазные опции были воссозданы только чтобы, скажем так, не раздражать местное население. Хотя победители могли действовать гораздо жестче, и победители с западной стороны, союзники, которые взяли себе Западную Европу, они действовали куда жестче, более жестоко, более прямолинейно. И, в общем, получилось, что, да, человеческие общества
как в целом, так и в частности, предпочитают пожестче. Некоторые, возможно, и большинство любят погорячее, пожестче. И в этом драма, в первую очередь, драма мирового капитализма. При капитализме все воспитаны в таком режиме очень жестких ролевых игр. Это идеально для угнетения, когда угнетатель получает максимум прибыли и удовольствия от угнетения масс, а угнетенные массы получают максимум ущерба и при этом тоже удовольствия, извращенного, конечно же, удовольствия от того, что их угнетает сверху вот эта вот корпоративная капиталистическая власть всеми доступными методами. И после падения Советского Союза в 1991 году ситуация еще более ухудшилась. Ухудшилась, конечно, в нашем понимании, в понимании тех, кто выступает за свободу и справедливость. Мировая декоммунизация прошлась таким железным катком по миру. Были выкорчеваны все цветки свободы практически во всех регионах. Мировое коммунистическое движение пришло в страшный упадок. Оно оказалось не готово существовать без вот этого советского красного зонтика. Оно тоже оказалось излишне патерналистским. То, на что рассчитывал Ленин, к примеру, что если даже вот в самое первое время после Октябрьской революции, что даже если революцию утопят в крови капиталисты, если на данной территории, на территории тогдашней советской России не удастся удержать власть и построить инфраструктуру новой жизни, но пролетариат все равно, он как бы создаст новые очаги борьбы. Вот этого не случилось. Все главные очаги борьбы, и главный плацдарм это был Советский Союз и страны Варшавского договора, союзники на других континентах, они оказались не готовы действовать без вот этого советского зонтика. В этом драма человечества, потому что бесчеловечный античеловечный капитализм, его высокотехнологичная версия суперкнязя мира сего оказалась как бы абсолютно вне конкуренции. И вот этот монстр глобальный, он за все эти постсоветские годы, он продолжает неизмеримо с беспримерной жестокостью и изуверством угнетать, эксплуатировать и выжимать соки из человечества, из земли. И мы сегодня вновь подошли к роковому рубежу, за которым тотальная бойня без шансов выжить большинству, абсолютному большинству населения Земли. Рождаются мифы, в основе которых какие-то непроверенные факты, что то ли в Аргентине, то ли еще где-то в отдаленных, но находящихся под полным контролем мирового капитализма регионах создаются буквально резервации, тайные подземные убежища для самых богатых, самых изощренных лжецов нашего времени. Тех, которые хотят даже из-под земли в случае глобального конфликта дергать за ниточки. Кого они здесь будут дергать? Свои омертвевшие, потерявшие жизненную энергию капиталы или тех радиоактивных мутантов, которые выживут после глобального современного катаклизма с использованием всех имеющихся средств разрушения. То, что не просто отбросит цивилизацию глубоко назад, но и уничтожит ее жизненные опоры, превратит человечество в ошметки, в жалкое подобие современного человека, в необратимого мутанта. Эти ниточки оборвутся, и, возможно, если вот этот самый негативный, самый человека отрицающий, богомерзкий во всех смыслах сценарий реализуется, эти, значит, супербогатые под землей просто, в конце концов, задохнутся, а может быть, они еще успеют частично съесть друг друга в последнем пароксизме внутривидовой конкуренции, которая перейдет в ранг беспощадной борьбы всех против всех. Вот там, вот в этом темном подземном бункере потенциально спасающихся
троглодитов мирового капитализма разыграется последняя драма человечества, которое потеряло человеческий облик. Но это самый негативный, самый неприемлемый и отвратительный сценарий, который мы специально выдвигаем в первую очередь, чтобы иметь перед собой пример того, как ни в коем случае нельзя допустить развития ситуации. И вот в этой точке, потенциальной точке невозврата, мы приходим к тому факту, беспреложному уже абсолютно точному факту, что для борьбы с этим планетарным молохом, зубастым гиперкапитализмом, супериндустриальным капитализмом необходимо создать равную по силе, по мощности машину сопротивления. Доброго терминатора, если говорить таким популярным языком популярной культуры и кинематографа. Терминатору, который будет подконтролен человеку, борцу и творцу, созидателю нового мира. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем. Вот эти слова из песни «Интернационал», которую написал Джен Патье, французский анархист, кстати. Да. Именно произведение анархиста стало гимном всех коммунистов мира. Это важный момент, который стоит записать себе на подкорку, оставить в памяти навсегда. Вот эти строчки сегодня приобретают еще даже более актуальное значение, чем в момент их написания в XIX веке. Ленин писал, что взамен капиталистического угнетающего государства нужно создать путем революции, а революция — это не только цепь таких технически-механических процессов по перераспределению ресурсов, имущества и прав от меньшинства к большинству, а это и духовная стихия, которая не заканчивается никогда. Так вот, эта вот новая пролетарская революция, она создаст новый тип государства. Государство нового типа, буквально какими был Советский Союз. И многие из сегодняшних вольных слушателей и зрителей Института свободы еще сами помнят реальность Советского Союза, которую мы с вами не очень-то ценили, да, надо признаться, и поэтому у нас так легко ее смогли отнять, заманив нас чарующим запахом буржуйского бургера. И вот эта вот очередь в Мавзолей была переманена очередью в Макдональд, очень символично. А ведь могло быть все иначе, и должно быть все иначе теперь. Я категорический противник пропаганды ностальгии. Я считаю, что ностальгия — это буквально душевный яд, который наносит порой непоправимые травмы нашему духу. Просто так ностальгировать о былом, об ушедшем — это даже не непозволительная роскошь, это непозволительный разврат, и это то, что убивает душу. Но если все хорошее было в прошлом, то, в общем, жить-то и незачем. Это чудовищно преступная мысль, преступная по отношению к самому себе, к нашим детям, потомкам и даже к лучшим из наших врагов. А ведь врагов надо любить, как учил Христос, не потому, что мы какие-то там, значит, безответные терпилы, а потому что хороший, настоящий враг, он усиливает нас. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, как писал пророческий Фридрих Ницше. Хороший враг, он может стать нашим товарищем в будущем. В противоборстве, в испытании концепций, орудий, методов, в испытании друг друга мы вот это вот колесо машины истории движем вместе вперед. В ситуации, когда у нас нет живого противника, мы начинаем бой с тенью, мы начинаем спорить с самими собой, нам обязательно нужен антагонист. Такова суть человеческой природы и такова суть всего живого. У всего живого в природе есть антагонисты, враги, смертельные порой противники, те, что заставляют нас развиваться,
усиливаться, вначале приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, бытия, а потом приспосабливать эти условия под собственные нужды. И вот таков вечный механизм свободы. Свобода никогда не спит. Свобода не знает выходных. Свобода — это не только привилегия, это задача, которую нужно решать постоянно, ежедневно, если угодно, ежесекундно. Свобода вызывает к нашей самодисциплине, к нашей ответственности, к нашей жажде справедливости, к требованию того, чтобы мы сами были совершенны, а совершенство — это не конечный какой-то абсолютный канон, это также программа вечного развития. Все время что-то нужно усовершенствовать. Не случайно конформисты говорят: хорошее, лучшее враг хорошего. Это действительно так. Вот мы создаем прекрасную какую-то машину, замечательный гаджет, который кажется нам верхом совершенства. А уже послезавтра какой-то пытливый ум начинает изобретать новые и новые опции. Именно так развивается современный супериндустриальный капитализм. Он делает вещи одноразовыми, в буквальном смысле. Сегодня одноразовое все. Начиная от самых бытовой техники, гаджетов, телефонов, телевизоров, обуви, одежды, там чего угодно, до домов и даже государственных устоев. Вечно только одно — денежные потоки. Вот через эту одноразовость материальной сферы, одноразовость, которая создает и одноразового человека, от одномерного человека Маркуза мы переходим к одноразовому человеку современности, проходят и самовосполняются эти денежные потоки. Поэтому, как я уже упоминал, с капитализмом спорить бесполезно, увещевать его бесполезно, его можно только побеждать, опрокинувши, топтать до полного изнеможения противника. Капитализм — это тот максимальный враг, с которым мы никогда не примиримся. Но вот он создает эти одноразовые вещи и демонстрирует нам урок того, как динамично можно развиваться. Мы, поборники свободы, коммунисты нового времени, мы, конечно же, учимся на этом уроке. Чему? Потому что нужно очень быстро меняться в стремительно изменяющейся ситуации. Обрастать всевозможными опциями, порой изменяясь до неузнаваемости, до степени смешения с нашим экзистенциальным духовным противником, но при этом сохраняя стальную не меняющуюся суть человечности, свободы, братства и любви. Свобода, равенство и братство, которые вместе создают бесконечно расширяющееся пространство любви человека к человеку, любви как синониму и сути жизни. Потому что жизнь, которая самовоспроизводится, которая восстает после, казалось бы, неприемлемого колоссального катастрофического ущерба, которая способна вновь и вновь доказывать свою волю к жизни, вот такая жизнь — это и есть любовь. Любовь — это не какой-то сюсюканье, уж не та порнография, которой торгует современный капитализм, говоря нам, что мы просто сырье, в том числе сырье для порноиндустрии. Нет, любовь отрицает даже вот эту вот буржуазную пошлость. Истинная любовь, она целомудренна, она дисциплинирована, она порой даже жестокой может быть ради сохранения вот этого стального, пылающего, одновременно пылающего ядра и сердца свободы. Мы должны быть неузнанными порой, но мы должны в любой ситуации выкинуть вверх флаг свободы, чтобы показать нашим потерянным союзникам, единомышленникам, которые попали в сложную ситуацию, в эпицентр шторма, что мы, товарищи, братья, здесь, мы рядом, давайте, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Советский Союз живет в наших сердцах. Революция, которую начали наши предки, наши прямые предки,
наша русская революционная традиция, ее носители, теоретики и практики, революция, которая ознаменовалась вселенской надеждой, красной надеждой в 1917 году, она продолжается, она вообще не может умереть, пока живы люди, в чьих жилах течет красная кровь, в чьих сердцах бьется голос свободы и справедливости. И вот поэтому нужно продолжать эту революцию. Ее невозможно продолжать какими-то сугубо умозрительными выступлениями. Мы не можем надеяться, что, написав хорошую программу, она найдет отклик в сердцах там миллиарда человек, и в одночасье, значит, все изменится. Нет, нам нужен равный по силе монстр, который сразится с монстром мирового капитализма до того момента, когда этот капиталистический монстр просто уничтожит людей, а заодно и землю. Почему он уничтожит землю? Потому что он сегодня уже захватил все имеющиеся материальные ресурсы. Залезая в мозги каждого человека, каждого незащищенного человека, порабощенного человека в любой точке Земли, этот монстр выкачивает, приватизирует и наши духовные ресурсы. Он практически владеет всем сегодня. Но, не умея создавать ничего, умея только делить в свою пользу и тратить, он эти ресурсы уничтожает путем экстенсивного использования. Он превращает нашу планету в выжатый лимон. Поэтому нужно ситуацию вырвать из-под его контроля, для этого создать вот эту мега-машину, которая бы подчинялась людям абсолютно свободного ума. Как эту машину создать? Только на базе имеющегося государства. Государство российского, надо полагать, потому что есть еще государственные формации типа могучего Китая, маленькой, но отважной, беспримерно такой героической Северной Кореи, да? Или иных каких-нибудь членов БРИКСа. Но, конечно же, мы понимаем, что наиболее полно, наиболее четко, наиболее предметно вот эта красная идея будущего, идея Советского Союза как живого носителя непрекращающейся революции будущего, опять-таки революции будущего, как нового метода, нового пространства, новой формации, революции свободы. Ни в какой стране мира это более четко не присутствует, как в нашей России. И еще в некоторых постсоветских центрах, о которых сегодня мы не будем упоминать, ведь они находятся под двойным или тройным бдительным и ревностным вниманием враждебных сил. И вот она, задача на целую серию сценариев будущего. Это модернизация машины государства российского под нужды свободы, справедливости и равенства, в самом лучшем смысле равенства возможностей. Именно Россия будущего поведет человечество вперед и спасет человечество. Иного не дано. Если мы будем надеяться на кого-то, что какой-то другой бог, царь или герой придет и спасет всех нас, нет, тогда, конечно же, первый самый негативный сценарий будет реализован. Мы можем себя успокоить только тем, что мы даже не успеем не то что пожалеть, но и испугаться, возможно, так. Хотя, скорее всего, циничный монстр глобального капитализма создаст такую ситуацию, чтобы помучить нас перед вот этой всеобъемлющей абсолютной смертью по максимуму. Верующие люди разных конфессий могут, конечно, надеяться, что вот такой вот одномоментный глобальный апокалипсис, коллапс, он наконец-то избавит их от обрыдлой земной полной тягости и несправедливости жизни и отворит врата нового бытия, но это крайне неточно.
Христос говорил: «Царство небесное силою берется, Царствие небесное силою восхищается». Просто так ждунов, людей, которые от собственной лени, трусости или нежелания что-либо вообще делать, просто ждут и добровольно вот не борясь, духовно не борясь, идут и падают в бездну небытия, есть сомнение, что такие души ждет светлое загробное будущее. Может быть и нет, поэтому не стоит рисковать и настроиться на духовную борьбу и на духовную победу прямо здесь и сейчас. Потому что, а что нам еще остается? Социальных перспектив, если мы сейчас согнем усталые спины, плюнем на все и поплывем по течению, нет никаких. Люди моего поколения, если все пойдет так, глобально, регионально, локально, как угодно, вот при нынешнем развитии ситуации у нас даже не будет даже такой пенсии, которая сегодня есть у наших родителей. Нас ждет вообще абсолютная отписка социального мира от нас. Социальная утилизация в разных формах. Формы могут быть самые чудовищные. Поэтому мы ничего не теряем, товарищи, на самом деле. Нам, как и пролетариату XIX века, нечего терять, кроме своих цепей и теперь уже, может быть, социальных сетей. Поэтому на повестке дня и в качестве вот задания такого курсовой работы в Институте свободы Федора Бирюкова мы выкатываем такую вещь. Модернизация государства российского. Попытка во многом восстановить, но и наладить совершенно новые связи взаимодействия. Казалось бы, вот сейчас идет избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы. Выборы парламентариев, законодателей, которые в ближайшую пятилетку будут определять законодательное развитие страны. Но динамика избирательной кампании, ее качество и, в общем, даже самые смелые прогнозы не дают нам никаких оснований полагать, что что-то там в таком позитивном ключе серьезно изменится. Скорее всего, нас ожидает еще примерно такая же пятилетка, вот при самом консервативном развитии ситуации, такая пятилетка странной парламентской работы этих парламентариев. Потому что сегодня слишком велика дистанция между теми людьми, которые еще позавчера, может быть, жили в соседней нашей квартире или там в соседнем доме в деревне, да, позавчера, ну, я имею в виду исторически. А сегодня уже настолько оторвались от нас, что мы вообще не имеем шанса с ними никак пересечься, и они выстроили свою, скажем так, свою такую вот особую реальность и тупо нас угнетают, тупо выжимают из нас все соки и ждут, когда же мы наконец заткнемся, вот, и на наше место придут другие лишние люди, которых они тоже выжмут. Это все можно было понять, можно сказать, ну да, мы, в общем, никчемные людишки, мы там твари дрожащие, права не имеем, знаете, есть такие иногда настроения, это сверхлюди, пускай, значит, мы хотя бы напитаем их, значит, чудесные сады будущего, но ведь так тоже не будет. Вот эти наши небожители, которые думают, что они, значит, живут там в каком-то суперраю капиталистическом, буржуазном, империалистическом, они по отношению к их западным коллегам никто, даже не холопы. Они скорее взбунтовавшиеся холопы, которым не место вообще в современном мире. Они западные их, ну, скажем так, не западные, а глобальные вот вершители современной ситуации, глобальные акторы мирового капитализма, для них наша знать новая, наши капиталисты-олигархи, вообще это просто, ну, как бы неприемлемая уже история. Они поссорились очень серьезно.
поссорились на метафизическом уровне, такое не прощается, и поэтому шанс на успешное будущее у наших контролеров ситуации есть только в одном случае. Если они тоже найдут в себе силы моральные, духовные, финансовые, наладить взаимоотношения с нами, с народом, с российским гражданским обществом, какое бы многообразное и, может быть, даже такое агрессивно-враждебное в некоторых моментах оно ни было. Но и нам, народу, нации, российской цивилизации, в ее таком вот стихийном народном измерении, масштабе, нет шансов побороть глобального монстра капитализма, кроме как создав вместе с российским государством новый глобальный геополитический субъект, доброго терминатора, который подчинен человеческой воле. Именно нам нужно оседлать прогресс, оседлать искусственный интеллект, оседлать политические институты вместе и ринуться на покорение горизонтов будущего. Ринуться в эту глобальную метафизическую борьбу, которая обещает нам потрясающую победу, равной которой не знала еще история человечества. Что мы теряем, если мы не будем ничего делать, если мы не будем пестовать ростки нашей свободы до уровня такого древа, такого вселенского сада, по отношению к которому никакая тля, никакой сорняк ничего не сможет поделать, никакой дровосек не вырубит, никакими бульдозерами и даже, знаете ли, ядерным оружием. Вот до такой мощи нам нужно дорасти. Если мы этого не сделаем, то судьба наша даже может быть в пределах 1-2 поколений крайне незавидна, мерзка и отвратительна. Поэтому стремиться к новым горизонтам свободы и торжества разума над вот этим капиталистическим безобразием, капиталистическим разрушением — это единственный шанс достойно оправдать собственное существование и, может быть, даже зажить так, как подобает человеку, свободно, с довольствием, с изобилием, обладая всеми бесконечными ресурсами Земли и выстраивая реальную перспективу будущего, когда у человека нет иных проблем, кроме как придумать новые форматы, новые опции развития, когда у нас будут решены все наши мирские технические проблемы, когда не будет уже тех болезней, голода, каких-то нелепых политических столкновений, что мешают нам сегодня жить, жить и развивать собственные данные Вселенной, нам данные Богом ресурсы. А главный ресурс — это энергия. Не только материальные, не только энергетические ресурсы, которых хватит всегда и на всех, но духовные ресурсы, которые запечатываются слугами мирового капитализма в нас, и поэтому большинство из людей пребывает на уровне деревянных солдатиков. Прозревшие становятся такими любознательными буратинами. Но нам выйти надо из этого деревянного состояния и вновь обрести человеческое царское достоинство. В этом суть свободы, в этом суть настоящей благородной анархии, в этом суть грядущего коммунизма и его политического измерения Союза Советских Социалистических Республик, чья революция продолжается по сей день. Вот давайте этот огонь революции нести, передавать друг другу. Каждый из нас Прометей, каждый из нас дарит этот огонь людям вокруг, и вместе мы раздуем мировой пожар, который озарит все эти глобальные сумерки и даст тепло, надежду, уют, не то что веру, а действительно светлое будущее всем нашим современникам и нашим потомкам. А солнце обязательно взойдет, будет новый день. Об этом говорит и проект «Эра», который вот так вот объединил абсолютно все актуальные прогрессивные направления. Проект «Эра» — это выражение
не политическое скорее, а духовно-технологическое выражение абсолютной альтернативы капиталистическому краху. Проект «Эра» — это слово завтрашнего и послезавтрашнего дня. И счастливы те, кто может услышать его и воспринять сегодня. Для этого и работает экспериментальный проект «Институт свободы» Федора Бирюкова. И я счастлив передать эту весть вам, дорогие вольные слушатели и зрители Института свободы. А в завершение прочитаю свое новое стихотворение. Оно во многом о том, о чем я сегодня говорил, и, скажем так, оно немного такое персонифицированное, направленное в глубину каждого из вас. Я в этом стихотворении обращаюсь к индивидуальности каждого из вас. Я уверен, если не все, то многие узнают в этих строках самого себя. И ваша надежда на светлое будущее, если она сегодня немного затухает, вновь загорится с вольным пышным огнем. А если она горит хорошо, то вспыхнет еще больше. За вашу и нашу свободу всем вам посвящается. В разгар революции. Он был по жизни ницшебродский голодранец. Хотя срывал, бывало, крупный куш, любил бродить, как странный иностранец, один в толпе по жизни мертвых душ. Жил бедно, но в богатых все районах, смеясь буржуям в их свинячьи глазки, был королем по части моветона, экскурсии водил по страшным сказкам, не пропускал ни одного скандала, любую искру раздувая в дикий бунт. Был сам как флаг пиратского оскала, крутился колобком и там, и тут. И в джунглях обожаемой столицы умел и потеряться, и найтись, шел супротив, разглядывая лица, как волк, ища с добычей вдруг сойтись. Зима и лето начинались и кончались, скользили петли лет в узлы веков, и уж казалось, что пора отчаливать. Но вот в стране чудес на поле дураков в тумане из земли забил вулкан. И горизонт запламенел неистово, и загорелся на ветру большой экран. Тогда он прикурил сигару Монте-Кристо. Закономерность или же удача молчат о том программы и инструкции. Но все пошло уже совсем иначе с тех пор, как разгорелась революция. Мир вам! Это был Институт свободы Федора Бирюкова на волнах радио «Аврора». Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.